Привет, мои дорогие девочки! Мы сейчас погадаем на нового знакомого. Если у вас объявились какие-то ваши новые знакомые, и если вы где-то сомневаетесь по поводу, врет он или говорит правду, давайте эту тему с вами разложим и посмотрим. Новый знакомый, он вам врет или говорит правду. Темы бывают совершенно разные, что он говорит, а что он не говорит. И в основном это, девочки, они загружают в основном, да. Редко кто вот прям правду говорит. Кто-то хочет понравиться, кто-то какие-то цели свои преследует. Ну, давайте на Монаре мы посмотрим. И это мы не будем здесь никого жалеть. Если, девочки, будет выпадать то, что он брешет, знаете, говорит вам неправду, врет, что-то от вас хочет, я все это скажу, чтобы вот не то, что там розовые очки были, не были, просто для того, чтобы вы, знаете, вот проверили его на тему того, вот прям стоит ли верить всем его словам, которые он вам говорит. Итак, гадаем на тему: новый знакомый врет или говорит правду. То есть они могут это говорить, что состоятельные, но сложная ситуация у него и все остальное. Вот у нас как-то такой вот, я заскриншотила себе вопрос из ваших комментариев. На это и гадаем, девочки. Новый знакомый врет или правду говорит? Первый, второй, третий, четвертый вариант. Выбирайте своего нового знакомого, где вы вообще не понимаете, верить ему или не верить, жалеть его или не жалеть, мечтать или не мечтать. Давайте посмотрим. Ну что, выбрали, девочки? И давайте смотреть. Итак, первый вариант: новый знакомый врет или говорит правду. Врет, девочки. Он врет. У этого нового знакомого могут быть еще какие-то отношения помимо вас. Либо он еще выбирает, и ему кто-то вот звонит, с кем-то он общается и все остальное. Двойка огня – это всегда измены. Это говорит о том, что у него есть не только вы. И если он говорит, что у него там типа давным-давно не было интима, то это вранье. Если он, девочки, говорит о том, что у него никого нету, тоже вранье. То есть тут держите ухо востро, потому что что скрывает этот мужчина, в чем именно он врет? Он может говорить одно и то же и вам, и еще какой-нибудь девочке тоже. Понимаете? Тут брехло выпало. Да, здесь брехло. Ну, давайте еще посмотрим. Новый знакомый врет или говорит правду. Это, девочки, мужчина, который, знаете, когда ему надо, он будет, короче, обещать жениться, строить, типа, такие очень постоянные длительные отношения. Все зависит от того, насколько вы ему интересны. И знаете, здесь не сколько там по деньгам, какой-то материальный интерес у него. Нет, у него интимный интерес. Когда девушку надо долго добиваться, и он видит, что как бы, ну, над ней надо поработать, он никогда вам не скажет правду о том, что у него еще, возможно, кто-то есть. Он не будет вообще ничего говорить. Он будет говорить именно то, что нужно только для того, чтобы вас заарканить. Понимаете? В прямом смысле этого слова. И тут в ход может пойти все. И люблю-куплю, полетели, скажем так. Да? Дальше, скорее всего, он, например, этот мужчина по 14-му старшему аркану собирается, вот хочет жениться, да, и он себе устраивает парад невест, девочки, да. Но, например, когда ему девушка вообще не подходит, но она такая, знаете, слишком, как друг, он может ей говорить о том, что он может с ней обсуждать других женщин, девочки. Обратите внимание на это. Новый знакомый врет или говорит правду? Рыцарь воды выпал, и возле него выпала тройка воздуха. Это мужчина, девочки, который любит уходить по-английски, то есть слинять без объяснения причин, что-то там, типа, даже не что-то пообещать, чтобы женщина ждала, да, а вот просто не появляться в какое-то время в ее жизни. Причем это не 3 дня, где мужчина может это вот, знаете, цену себе набивать, что я такой, типа, прелестный и занятой, чтобы больше вас заинтересовать, есть и такое, да. И очень, кстати, часто это, девочки, мужчина, который может просто пропадать
на такое вот время конкретное, да, типа я уехал в командировку, меня нету и все остальное. То есть я вам так скажу, вот даже по вот этим 4 картам, по этому новому знакомому, я вам так скажу, что все-таки я бы ему не доверяла. Потому что он будет именно то говорить, то, что выгодно ему в той или иной ситуации в общении с женщиной. И еще он склонен к таким, знаете, к долгому отсутствию. Тоже примите это, пожалуйста. Он не любит, когда к нему лезут с материальными вопросами. Возможно, девочки, это было или есть. Возможно, вот если у него есть ребенок, скорее всего, он его не содержит, этого ребенка, увиливает от алиментов, да. Он может вам говорить, какая хреновая у него там бывшая жена, которая там от него чего-то хочет, понимаете. Но может увиливать и паш воды обещать. Вот он склонен вот и женщинам, с которыми он уже был, что-то обещать, да я вернусь, да там подожди, что-то, ну, типа, подожди немного, дождись меня и все остальное. Ну, не скажу, что прям такой вот плохой мужчина. Нет, девочки, такого не скажу. Но то, что тут типичное такое мужское вранье, которое очень часто попадается, и не просто в раскладах, а в жизни, то это вот факт такой. Так что насчет врет или говорит правду, то тут, девочки, все надо фильтровать. И я бы сказала, не то, что там показывать негативное недоверие, да, ему, но вот доверяю, но проверяю. Все-таки смотрите, на поступки обращайте внимание. Вот тут главное его поступки по отношению к вам. Потому что его слова, знаете, баба надвое делила. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант давайте посмотрим. Новый знакомый врет или говорит правду. Вот в первый вариант, девочки, 2 огня была. У вас выпала 9 огня, да? Этот мужчина скрывает свои интимные намерения по отношению к вам, да? То есть тут может быть такой вот мужчина-перевертыш. Он может показывать, что вы ему не интересны, на самом деле он вас хочет. Или он может вас хотеть, а на самом деле, ну так вот, знаете, дашь — окей, не дашь — ну тоже окей, да? Это мужчина такой вот перевертыш. Новый знакомый врет или говорит правду? Боже, девочки, вот как тут выпадает, 14-й старший аркан выпадал, тут тоже выпадает. Я бы вам так посоветовала. Вы можете даже первый вариант вот посмотреть, потому что он будет дополнять ваш второй. Реально. И смотрите, но у вас тут выпал 17-й старший аркан, то, что вот врет или говорит правду. Ваш мужчина более, скажем так, благоразумный и более серьезный, чем в первом варианте. Он задумывается о том, что он говорит, кому он говорит. Я бы даже сказала, что он все-таки женщин уважает, да, то есть он не относится как такая вот врун такой, знаете, патологический врун к другим женщинам. Он женщин уважает, и он уважает тоже вас. Но свои настоящие цели мужчина этот скрывает. Но для того, чтобы вам понравиться, он может, знаете, иногда такое, знаете, что какие-то такое поведение показывать прям идеального какого-то мужчины, а иногда становиться каким-то непонятным. Вот эта карта непонятного мужчины, а здесь карта идеального, да. Давайте еще посмотрим. Новый знакомый врет или говорит правду. Ну, 1 в 1. Как в первом варианте, так и во втором карты выкладываются. Только единственное, что у вас тут вот посильнее, да. То есть он более такой выраженный, более такой типичный, скажем так, мужчина. Давайте еще посмотрим, врет или говорит правду. Он, девочки, вам больше говорит правду, конечно. Он мужчина действия. То есть, когда он ничего не хочет, он не будет вам это говорить, врать вам и все остальное. Он просто не будет это делать. Да? Но тут мужчина действий. То есть, если этот мужчина для вас вот много что такое делает, то, что вам нравится, и то, что вы считаете вот правильным, да, это вот правда. Хочет ли он быть с вами? Да, девочки, тут выпадают такие карты, что вот он тоже вот по-серьезному относится и по-серьезному, как говорится, окрутил вас сантиметром, или как вы называете, например, вот это
тем, что мерить, да, то есть у него какой-то измеритель есть, который он внедрил вокруг вас, он меряет, какого вы роста, веса, как вы на то реагируете, как на то есть он очень сильно примеряется к вам для того, чтобы, возможно, предложить вам что-то большее. И да, это мужчина действий. То есть я вам так скажу, что он в себе больше останавливает свой какой-то сексуальный интерес по отношению к вам. Он его прячет, останавливает для того, чтобы, как говорится, по заветам мамы или там бабушки или дедушки, неважно кого, по каким-то принципам выбрать себе невесту и не прогадать. Понимаете? Причем даже если вы коллеги по работе, и вы думаете, что у вас просто какие-то там, например, чисто деловые отношения, то нет, мои дорогие, он примеривает вас, меряет вас. Давайте еще посмотрим. Новый знакомый врет или говорит правду? Знаете, что ему, девочки, нравится в вас? Ему нравится в вас ваша вот эта вот земляная сила. Вы выпали королевой земли. Ему нравится, как вы относитесь к этому миру, как, возможно, вы работаете, зарабатываете деньги, какая вы хозяйка, да, ему это все нравится. Но он в вас видит вот этот железный стержень, стальной стержень, и что он понимает, что он где-то вас не изменит в чем-то. И тут, девочки, выпадают такие карты, что, возможно, смотрите, он вам что-то предложит, этот мужчина, будет как-то вот копать под вас, да, или там действия какие-то производить в вашу сторону, но тут есть такой момент, возможно, вы его выкинете из своей жизни. То есть что-то вы вот так вот поведете себя, согласно, кстати, своему стержню, своему желанию, своему хотению, своему характеру. Вы будете вести себя натурально, реалистично, да, так, как вы хотите вести себя, а ему что-то вот такое вот не понравится. А вот это стержневое с себя убирать нельзя, потому что вы очень красивая королева земли, королева стихии земли, понимаете? Стоит ли под него подстраиваться? Нет, мои дорогие, да, но у него такие вот возникнут вопросы. Скорее всего, тут вот он отдалится от вас, но мы не будем дальше раскладывать, да. Пусть вот вы проявитесь по отношению к нему побольше, и он, девочки, возможно, потом от вас так откатится, отдалится на расстояние, да, но вот после обычно вот этих карт возвращается назад. Но, возможно, вам уже не будет нужно, да, его какое-то такое внимание. Но хотя здесь вот все равно выпала какая-то пара, девочки. Если вот вам, вот видите, вот король воды и королева земли. То есть, в принципе, пара может у вас очень даже и хорошая сложиться. Но если вы друг к другу больше привыкнете, не будете рубить с плеча, не будете там жесткачи какие-то проявлять по отношению друг к другу, да, если будете побольше говорить на серьезные темы отношений, как вы, например, дальше будете жить, что вам надо, что ему надо и все остальное, и вы договоритесь, сложится очень даже и очень хорошая пара. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. Третий вариант, давайте смотреть. Новый знакомый врет или правду говорит. Он, девочки, все готов сказать для того, чтобы только вам нравиться, для того, чтобы вы только не соскочили у него с крючка. Это любовный очень такой интерес к вам выпал. Он хочет быть для вас везде конфеткой. Он будет показывать... знаете, он сейчас похож на... Вы видели когда-нибудь брачные игры тетеревов, мои дорогие? Вот это, кстати, интересная такая тема. Я как-то смотрела, там, я не помню где, ну, какую-то программу, там, где про тетеревов показывали, как они ухаживают за самочками, как они их ищут. Ну, мне было очень интересно. Так вот, девочки, тут что такое тетеревое у него есть. Он как тетерев пытается выставить себя в лучшем свете ну, для того, чтобы вам понравиться. Причем он даже, я бы сказала, на многое такое идет. Может, вы даже до конца это не замечаете, но он очень хочет вам казаться, что, ну, ты смотри на меня.
Да, он окольцевать вас хочет. Колесница, особенно в Монаре, это, девочки, тоже предложение руки. Кстати, вот первый, второй и третий вариант, девочки, что вот первый и второй, что у вас в третьем варианте выпадает такая кольцовка. Так что готовьтесь стать голубкой окольцованной, да, то есть этот мужчина хочет этого очень серьезно. И еще одна карта, двойка воздуха, но она тоже, девочки, вот смотрите, невеста выпала, да, все карты в Монаре очень легко трактовать именно с невестами, да, потому что проверено на себе, понимаете, даже вместе с парнями, которым я, например, гадала, они говорят, да, спрашивают за какую-нибудь девушку. И когда у них выпадает вот 14-й старший аркан, к примеру, да, вот двойка воздуха, и я говорю, ну что, жениться на ней хочешь, да? Ну, подумываю, подумывает. Или, как тоже говорят, как вариант, девочки. Водолей так говорит. Давайте посмотрим дальше. Новый знакомый врет или говорит правду? Он, девочки, нуждается. Это мужчина с какими-то определенными проблемами в материальном плане он идет. И, скорее всего, скажем так, да, он может кичиться, что у него много всего, там траливали, но нас... Или это, девочки, он вас гуляет тоже на последние свои деньги, потому что я знаю одного мужчину, который, ну, кстати, ну, это про него уже, короче, я как-то уже говорила, но еще раз скажу, да, короче, продал человек квартиру, где-то прописался где-то в какой-то развалюхе в деревне, да, а на эти деньги он просто, как сумасшедший, искал себе женщину, за которую можно зацепиться, вкладывал очень большие деньги за квартиру, знаете, тоже денег много, и он в нее все вкладывал для того, чтобы она как бы на это все повелась, что он такой хороший и успешный. В результате они поженились. У него этих денег не стало, конечно же, они закончились, и они начали жить на ее деньги. Но она поняла, что что-то не то, и, как говорится, улетела в закат, понимаете. И тут тема такая, у него есть проблемы, и за счет отношений он хотел бы решить это. То есть, обратите внимание, вы, может быть, богатая невеста, а может быть, у вас приданое, девочки, такое неплохое, а возможно, у вас своя квартира, понимаете, или там еще что-нибудь свое, и он бы не прочь этим тоже всем воспользоваться. Но этот мужчина, он верит даже вот в какую-то настоящую любовь. Сказать, сколько ему, девочки, лет, он выпадает, я бы сказала, такого, знаете, ну, 30-летним мужчиной. Почему? Потому что если вы, например, вот вспомните мужчин 30-летних, если вы или вы дошли уже до того, что вы встречались с 30-летними мужчинами, примерно, вы можете увидеть, да, чего человек достиг, чего он не достиг, кем он дальше будет в будущем, будет ли он что-то и все остальное. И тут выпадает вот такой вот мужчина, который, девочки, верит в любовь, и в то же время он бы хотел бы еще, чтобы тут были пряники, чтобы материальные пряники были у невесты, и очень хочется ему. И еще тут один такой момент идет. Я не знаю, что у него здесь за воспитание, но кто-то из его семьи на это его и настраивает, чтобы невеста типа богатая была, что-то имела и все остальное, да, то есть тут почему-то мне кажется, что он еще где-то ведомый. И в выборе невесты, в выборе женщины он не руководствуется именно своей любовью. Да, первое, то, что он смотрит, это любовное, но потом он идет и там дома маме или там еще кому-то доказывает, а знаешь, у нее это есть, а знаешь, у нее есть тоже какие-то такие вот плюсы материальные рассказывает, которых у него нету. Вот эти вот карты, девочки, говорят, что у него чего-то нету, что он ищет в женщинах тоже. Врет или правду говорит? Я не скажу, что этот мужчина врун.
Правду всегда можно узнать, если вы один и тот же вопрос под разными словами завуалируете, вы узнаете вот эту вот правду. И у вас не будет такого ощущения, что он сначала соврал, потом одно сказал, потом второе, третье, четвертое. Он будет как-то рассуждать, и не всегда это будет вам, кстати, нравиться, да. То есть это и есть какая-то правдивость, потому что ложь, она обычно сладкая, да, а правда у нас горькая. Ну, по принципам жизни. Так вот, я вам скажу, что здесь будет больше вот такой какой-то правды. Он не врушка. Вот этот мужчина не врушка, девочки. Вот такие дела. Такой вот третий вариант. Четвертый вариант, давайте посмотрим. Новый знакомый врет или правду говорит. Тройка кубков выпала. Это, девочки, вещь в себе. Мужчина, который, ну, не то, что он скрывает, да, но он такой, скорее всего, интроверт у вас. О чувствах не говорю, о многом я тоже не говорю. Почему? Потому что, а кому это надо? Давайте еще посмотрим, что он говорит, правду или врет. Нет, девочки, он не врет. Не врет он. Вот ему не хочется вам врать. Он хочет, чтобы вы его любили такой, какой он есть. Этот новый знакомый, девочки, ваш, да, он хочет, чтобы женщина, королева воды, которую он любит, любила его так же сильно, как он ее. Это раз. А во-вторых, принимала его таким, какой он есть. И он свято верит, что для своей женщины он будет самым лучшим, самым таким, знаете, драконом, который будет все для своей принцессы приносить в зубах, девочки, в пасти. Давайте еще глянем. Новый знакомый врет он или говорит правду. Не хочет он вам врать. Девочки, столько любовных карт тут выпало, да? Он в вас влюблен. Тут выпала влюбленность или любовь. И еще вы императрица, и там выпали королева. О, боже мой. Вот про этого мужчину я скажу, 100% он не врет. И у него на вас, скажем так, большие планы. Единственное, что подножки может ему ставить судьба, да, какие-то проверочки будут даже не сколько с вашей стороны, сколько вот проведение будет иногда ему ставить подножки по отношению к вам. Проверки такие. А сможешь ли ты? А сможешь ли ты? Знаете, в чем это будет заключаться? Возможно, например, допустим, вы договоритесь о свидании, и он до этого свидания вот будет идти, спускаться по лестнице, херак упадет, подвернет ногу. А к вам идти нога, а нога болит. Или, например, не будет у него с собой кошелька, денег и все остальное. И у него будут такие вопросы, может развернуться, ну его все нафиг, да. Как бы не выглядеть при ней так хреново и все остальное. То есть я вам скажу так, слабого. Вот если здесь слабый мужчина, его дьявол отвернет от вас. Он просто вот все сделает для того, чтобы он не дополз до вас, понимаете? Поэтому если вдруг вот этот влюбленный мужчина, который вроде бы тут по картам и такой замечательный, хороший, уйдет от вас, это говорит о том, что да, он был в вас влюблен, все остальное, хотел бы с вами быть, но вот эти карты, девочки, императрица, звезда и дьявол. Это ваши карты, это ваш защитный круг, которые не допустят, вот, скажем так, ангелы-хранители и демоны-хранители, они не допустят до вас не хорошего мужчину. Гадоту вы не получите здесь в отношениях. Поэтому, если вдруг он куда-то уйдет, этот мужчина, то, знаете, попили чайку, да, и переключились на другого. Вот просто вам надо попить чайку. Больше времени тратить на слезы или еще что-то не надо. Врет или правду говорит? Ничего себе, тут такие вот карты пошли. Тройка, пятерка, шестерка воздуха и пятерка земли. У него трудный путь к вам, девочки. Трудный путь. И то, что я вот сказала, что дьявол его будет крутить, да, то его будет крутить.
Чем больше он будет хотеть с вами быть, тем больше каких-то препятствий у него в этой жизни будут. И эти препятствия даже не вы будете создавать. Вы даже о них даже и знать не будете про эти препятствия. Поэтому вот, если у вас не клеится отношения с этим мужчиной, он вдруг падет, будет игнорить и все остальное, вы знаете, вот просто знайте одну вещь. Это работают какие-то защитные ваши силы для того, чтобы вас уберечь от чего-то. И тут такое, да, мы же все-таки на Монаре гадаем, на таком вот эротическом чувственном таро. И, девочки, мы сейчас рассматриваем именно, врет он или говорит правду, да, вам. То есть он, конечно, хочет с вами быть, да, он влюблен, да, или любит вас, да, и хочет с вами быть и все остальное. Но если его от вас уведут, не горюйте, потому что просто ваш защитник, ангел или демон, неважно кто, он высшая сила, они больше знают об этом мужчине и либо о том будущем, которое бы шло бы к вам. Вы, например, мечтаете о том, что там прожить в любви, радости, там всю жизнь, вот что я хочу от мужчины. Или родить ребеночка хочу, да? То есть вас будут защищать от мужчин, которые не могут дать вам детей, от каких-то лярв будут защищать, от раннего вдовства вас будут защищать. Понимаете? О том, что вы даже не думаете. Вот такие вот здесь карты. Все, любимые мои, вот такой вот был у нас небольшой расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.